Всем привет, меня зовут Елизавета, я основатель компании по карьерному консультированию EP Advisory. И сегодня хочу поговорить с вами про 10 ошибок, которые совершают соискатели во время интервью, или немножко до собеседования. Ошибка номер 1 – неподготовленность к собеседованию. Здесь у нас 3 основные составляющие. Номер 1 – это незнание или недостаточный ресерч по поводу компании. То есть вас могут спросить, как зовут нашего CEO, или в каких городах у нас находится офис, или что вы думаете о нашем веб-сайте, или чем мы занимаемся и так далее. Да? То есть на все эти вопросы у вас должны быть ответы, вы должны показать достаточно интерес. Более того, небольшой такой лайфхак. Хорошо бы еще вам было почитать что-то о человеке, который вас интервьюирует, особенно если это нанимающий менеджер, то есть ваш потенциальный босс. Возможно, вы найдете какие-то точки соприкосновения. Школа такая же, не знаю, какая-то компания, в которой вы работали. Возможно, книги вы читаете похожие, вы где-то прочитали интервью с этим человеком и так далее. Да? Неподготовленности компании. Дальше незнание самой вакансии, то есть что ожидается, какие требования. Вы не подготовили никакие примеры, как то, что написано в описании вакансии, вы можете с легкостью делать, да, и вас это будет вводить в некий стресс, и вы не будете давать качественные, хорошие ответы. Да. Третий момент – это с точки зрения логистики. Это ваша неподготовленность по поводу того, что где находится офис, как туда добраться, и так далее. И из этого вытекает ошибка номер 2 и сразу же номер 3. Это опаздывать на собеседование или приходить слишком рано. Давайте начнем с опаздывать на собеседование. Совершенно абсолютно no-no, да, то есть ни в коем случае, ни под каким предлогом не опаздывайте на собеседование. Есть очень редкие случаи, когда это оправдано. Не знаю, там автобус сломался или что-то там случилось на дороге и так далее. Причем и это тоже можно избежать, если вы заранее будете выходить из дома, достаточно заранее, там, пусть за час вы будете выходить, да, чтобы точно быть на месте вовремя. Следующая ошибка, третья, это приходить слишком рано. По этикету вы имеете право прийти на собеседование, то есть прийти на ресепшн, где вы скажете: здравствуйте, меня зовут Елизавета, я пришла собеседоваться с таким-то человеком, там вам скажут: присаживайтесь. 5-10 минут. Не нужно приходить за полчаса на ресепшн, не нужно приходить за 20 минут даже за 15 считается слишком рано. 5-10 минут. Вы уважаете время другого человека, он не будет нервничать, сидеть, думать, что вы там его уже 25 минут ждете. Если вы пришли намного раньше на интервью, посидите внизу, попейте кофе, погуляйте, не знаю, посидите в парке, что угодно можете делать рядом с офисом компании, но не заходите внутрь и не говорите о том, что вы уже пришли. Дальше, следующий момент, тоже вытекающий из предыдущего. 4-я ошибка, особенно распространена в Европе, когда соискатели приходят, я не знаю, с чашкой кофе или чая, вот take away, да, то есть вроде такое, я там ждал собеседования, купил себе кофе, и вот я принес его на собеседование. Абсолютно нет, по этикету считается абсолютно плохо. Я даже, если честно, не могу вам объяснить, почему это плохо. Скорее всего, это связано с тем, что это какая-то такая расслабленный attitude, когда вы там, я там с кофе приду, поставлю кофе на стол, там буду попивать его во время собеседования, да, вам, скорее всего, предложат чай, кофе, воду там. То есть, если вы не успели допить чай, который вы купили до интервью, лучше его выкинуть и попросить чай или кофе во время собеседования у компании, чем принести с собой. Дальше очень частая ошибка у соискателей, особенно тех, которые не очень уверены в себе или не очень подготовлены, это слишком много говорить. Вас спрашивают какой-то простой вопрос, мой любимый, расскажите о себе, и вы начинаете 10 минут рассказывать всю историю своей жизни, все про ваш опыт, все. Нет,
Если вас спрашивают, приведите пример, это значит один пример. Не нужно делать вот такую огромную историю на 10 минут, да? Не нужно заполнять постоянно тишину, да? То есть вас спросили, вы слушаете очень конкретно, что вас спросили. Если вам сказали 3 ваших самых сильных стороны, вы называете 3, заканчиваете на этом и ждете, когда вас спросит что-то человек, который вас интервьюирует. Если вдруг совсем вам некомфортно и, допустим, слишком большой какой-то пробел тишины, вы можете свой вопрос какой-то задать работодателю в этот момент, да? Но не нужно, то есть прям слушайте себя, когда вы начинаете уходить. Это настолько часто какая-то вообще не соответствующая вопросу вода, когда вы там про то, потом вообще перескочили на какую-то совершенно пятую там тему, которая никак не связана, да? Не говорите много, говорите по делу всегда во время собеседования. Дальше ошибка номер 6 – это вы не помните факты на вашем резюме. То есть, вот расскажите, когда вы работали там на ту-то компанию, когда вы закончили там работать, ой, слушайте, это так давно было, я уже, если честно, не помню. Что значит «не помню»? У вас есть резюме, вы его читаете вечером перед интервью, вспоминаете все свои даты просто by heart и отвечаете работодателю все очень четко, знать все даты, все факты, как называлась ваша позиция, как называлась ваша компания, где вы учились, как назывался университет, какие курсы. Да, конечно, бывает так, что там 15 лет назад вы это не помните, но у вас есть время подготовиться, чтобы все это вспомнить. Дальше ошибка номер 7. Это следующая ошибка, которая опять вытекает из предыдущей, а именно соискатель, который распечатывает свое резюме, кладет его перед собой на стол и с него читает, когда отвечает на вопросы, подглядывает туда и так далее. Абсолютно нет. То есть даже не пытайтесь с собой принести распечатанное резюме и положить его на стол. Пусть оно у вас лежит в сумке, если вы хотите, чтобы оно у вас было, и вы хотите там перед интервью посмотреть на него еще раз. Но подглядывать в резюме или читать резюме что-то, когда вас спрашивает работодатель, абсолютно нет. Это запрещено. Я вам говорю как рекрутер, как человек, который огромное количество фидбэков получал от HR внутри компании. Нет. Ошибка номер 8 – это говорить что-то плохое про ваши предыдущие работы, работодателей, коллег и так далее. Да, бывает так, что плохо расстались. Да, бывает так, что реально плохая компания, но это совершенно не дает вам права во время собеседования концентрироваться на негативном каком-то опыте, а еще лучше, там, я не знаю, обзывать вашего предыдущего работодателя. Почему нет? Потому что перед вами сидит ваш будущий работодатель. Какие гарантии, что вы то же самое не станете говорить про них, несмотря на то, что, может быть, они ничего вам там плохого не сделали, да? Работодатель не знает всю историю вашу. Поэтому, если что-то случилось, вы можете всегда констатировать факт, да, там мы разошлись, там не сошлись потому-то, тому-то, но и сказать что-то позитивное дальше, что вы выучили, какой урок для вас был, что вы там, какие выводы вы сделали и так далее, чему вы научились в любом случае в этой компании и так далее. Я уверена, что в любом опыте можно найти какую-то положительную сторону, хотя бы плюс-минус нейтральную, а не негативную. Ошибка номер 9 – это соискатель, который вообще не задает никаких вопросов. То есть он приходит, он рассказывает про себя, и при этом ничего вообще не спрашивает. То есть не задает какие-то follow-up вопросы во время интервью, не подготовит никакие вопросы в конце интервью. Да? То есть просто вот человек пришел, его проинтервьюировали как по телевизору, да? Взяли у него интервью, и он ушел. Да? То есть это не односторонний процесс. Вы пришли туда, чтобы получать какую-то информацию, отвечать на свои вопросы какие-то, поэтому обязательно подготовьте вопросы вашему будущему работодателю. И последняя, 10-я ошибка – это в неком смысле забывание соискателям о том, что собеседование – это двухсторонний процесс.
То есть вы приходите туда не просто, чтобы там понравиться работодателю, а вы приходите, чтобы понять, это вообще работа для меня, хочу ли я это делать, нравится ли мне офис, нравятся ли мне сотрудники, как я себя ощущаю, какая атмосфера, да? И вот эти внутренние вопросы, которые вы должны себе задавать и понимать, а вот я вот этим буду заниматься, а хочу ли я вообще этим заниматься, а это то, что мне нравится, а буду я или я там работать в таких условиях, в которых мне нравится. Поэтому, идя на интервью, не забывайте себе задавать эти вопросы. Некоторые из них могут быть вопросы вашему работодателю, а некоторые могут быть просто обращение внимания на ваше состояние, ощущения, как вы себя чувствуете, да, в той или иной компании. То есть не пытайтесь просто слепо понравиться работодателю, а думайте еще о том, а я вообще этого хочу, потому что работа — это всегда двухсторонний процесс, и вам очень важно будет понять, что вот вы друг с другом match, да, чтобы у вас была продуктивная дальнейшая деятельность. Вот и все, что касается ошибок соискателей во время или до интервью. Задавайте свои вопросы, обязательно ответим.